Всем привет, народ! И сегодня мы с вами поговорим о Telegram-боте NotPixel. Да, тот самый NotPixel, который у нас вот-вот недавно раздал airdrop. По сути, раздал airdrop. И многие, возможно, недовольны, многие, может быть, довольны. Ну, давайте начнем с того, что у меня никогда не было роликов по NotPixel по той простой причине, что я в него так активно не играл. Сразу забегу вперед и честно скажу, получил я вот эти PX, вот эти токены, да, пикселя, они у меня есть, но я их не смог заклеймить по причине того, ну, давайте дальше перейдем, и все это будет видно. Я вам покажу свой аккаунт, что действительно, да, они у меня там есть, и все. Но я в него не играл, потому что, ну, в принципе, геймплей был интересный, но я как-то времени очень много. Кто играл в NotPixel, прекрасно знает, что туда нужно было потратить уйму времени, постоянно заходить, быстро там восстанавливалась эта энергия, красить эти пикселя. Тем более в турнирах надо было там чуть ли не будильники ставить, там все это очень-очень много времени. У меня, к сожалению, столько нету, поэтому меня забросил этот процесс, и изначально я там не понял, что нужно делать. Пустую красил в ноль эти пиксели, и в итоге думаю, нафиг надо оно мне, и, короче, вышел из этого проекта. Но airdrop получил. Смысл в чем? Что когда я с него выходил, был критерий о том, что нужно 100 тысяч пикселей, чтобы вам раздали airdrop. Я посмотрел на свой баланс, у меня там 20 с чем-то тысяч пикселей было. И я понял, airdrop все равно мне не видать. Удалил бота и все. И вот тут, когда листинг, я обратно его установил, посмотрел, оказывается, мне что-то да упало. Ну, об этом далее. Вот у них вышел пост. Вот здесь, конечно, можно вот это читать все бесконечно, но все это бредятина. Основной пост, вот этот вот у нас от 22 января, он. Следующая глава для PX. Мы уже доказали, что можем собирать энтузиастов из разных сообществ, создавая выдающиеся события, но это только начало. Что ждет PX и экосистему, которую мы создаем? Вот небольшой взгляд на будущее. Предстоящие игровые режимы, два новых захватывающих режима уже на подходе. NFT Map, полностью интерактивный холст, где каждый пиксель это NFT, принадлежащий и продаваемый держателем PX. И PX батлы, децентрализованный холст, основанный на смарт-контракте, торговля пикселями за PX. Начиная с 0.1 PX пикселя, вот этого токена, цена пикселя автоматически удваивается с каждой покупкой 0.1, 0.2, 0.4 и так далее. Ну, удваивается она в геометрической прогрессии. Новый владелец платит предыдущему владельцу. Оба режима, построенные вокруг PX, создают реальное взаимодействие и дефляционную динамику. Ежегодная битва телеграммов. Ежегодная битва в Telegram. В апреле этого года возвращается крупнейшая битва Telegram, на этот раз с новой механикой и доработанными правилами. Большие награды, более сильная конкуренция и полностью переосмысленный опыт. И вот, что самое лучшее, это будет разовое событие. Битва Telegram теперь станет ежегодной традицией, устанавливающей стандарты для масштабного взаимодействия. Стейкинг PX. Скоро стейкинг PX будет запущен на основе вознаграждения тонн в валидатор. PX будет выкуплен с рынка и распределен среди стейкеров. Это создаст устойчивый цикл ценностей для сообщества. Вот в итоге они нам рассказывают о том, что у них будет все равно какое-то будущее у их проекта, что вот мы здесь сможем использовать свои пиксели, ну, PX токены. И к чему они клонят? Что, ну, не сливайте, не укатывайте вы наш токен, давайте мы все-таки оставим его и не будем так сильно над ним издеваться. И что по новостям? Все-таки, как бы кто там ни говорил, я пересмотрел кучу роликов, заходил на все эти чаты, во все эти телеграм-каналы по поводу PX, да, там кто-то кричал, все-таки будут CEX-биржи, Binance там. В итоге что? Никаких CEX-бирж нету. Только дексы и ничего иначе. В чем смысл? Они объясняли вот в этом посту нам, что почему мы выбрали CEX-биржи, потому что не хотим идти по пути всех таполок, да, заходить на цексы и укатывать свой токен в хлам, типа там будем вот на дексах их удерживать. И что же у нас произошло, если мы сейчас перейдем с вами на график пикселя. Вот у нас с вами график того самого PX, и вот он вышел у нас, грубо говоря, на DEX бирже
начала торгов, и изначальная цена токена вот в районе 54 центов. Доходила она у нас до 83. Это у нас стоят с вами, если не ошибаюсь, 15-минутные свечи. И в первые 15 минут вот была такая цена. Переключимся, если мы на часовой с вами график, то вот в первый час, точнее во второй час выхода цена уже была 61 цент. Упала она вот с этих 80 с чем-то. И вот начала укатываться. Здесь, скорее всего, люди начали продавать. О чем они и говорили, что мы хотим выйти на DEX, чтобы наш токен не укатали, как обычно бывает со всеми тапалками на CEX биржах. Но почему-то что-то пошло не так. Пацан к успеху шел, не повезло, не фартануло, так сказать. И в итоге во второй час этот токен укатывали вплоть до, там, не знаю, вот они, цена там 12 центов. В итоге она остановилась на цене 25 центов, потом вроде чуть-чуть подросла, они, видать, пытались ее откупать, а потом поняли, что нахер надо тратить деньги, и вот оно пошло укатываться. Сейчас на данный момент 21 цент цена этого токена. Что произошло, что пошло не так? Да ничего не пошло не так, просто выбор DEX биржи. Это была их фатальная ошибка, мне так кажется, потому что здесь нету вообще ликвидности, вообще никакой ликвидности, потому что на DEX биржах там объем торгов это очень-очень маленький, и это печаль печальная. Вот если мы с вами сюда перейдем, по сколько здесь? 2,5 миллиона, да. Те же, не знаю, Hamster Combat, там миллионы, чуть ли не до миллиарда выходили там торги по этому токену. Короче, смысл в чем? Что это была их фатальная ошибка. И теперь вот токен укатался, и навряд ли, только если они его запампят сами. Что же? Вообще цена, в принципе, мне на нее без разницы. Но забежим, не будем забегать вперед, запомним эту цену, примерно сейчас она стоит 20 центов, у нас токен PX, будет он больше или нет, я не знаю, я не волшебник и не супертрейдер, я не знаю, как будет действовать команда NotPixel, чтобы поднять цену токена, но пока она такова. Перед тем, как снимать этот ролик, я полазил, посмотрел в комментариях, в чатах, да, сколько люди там зарабатывали этих самых пикселей, PX токенов. Люди вкладывали по $800, зарабатывали по 2000 этих токенов, да. Кто-то вкладывал там $200, зарабатывал 1000. Все было по-разному, в зависимости, наверное, от усердия там и занимаемого места в турнирах. К сожалению, я не знаю, за сколько там что начисляли, у меня там критериев всего 3. Вот, и... По сути, теоретически, если я вот сравнивал все внесенные людьми средства и полученные пиксели, то приблизительно где-то соотношение было 1 к 3. Где-то так приблизительно. 1 к 3 в среднем получали люди от внесенных ими донатов. И если мы возьмем в теории там 1 к 3, да, человек внес $700 доната, получил 2000 пикселей, сейчас его 2000 пикселей по сути стоят $400. Вот она вся горькая правда. Возможно так. То есть, единственный момент, что люди, которые смогли заклеймить, не буду я объяснять эту проблему с клеймом, который висело у них приложение, не могли люди заклеймить, все зависло, все встало, и переносили эти сроки. В итоге не все смогли заклеймить. Кто заклеймил, возможно, вот на этой палке и продал. Кто-то до сих пор не получил, не смог продать вот здесь по шикарным каким-то ценам, там в 70 центов, возможно, даже 80 центов, да, и теперь, когда смог заклеймить, оно уже 20 центов, и он думает, да нафиг, как так? Вот, вся беда в этом. Если бы они пошли более простым путем, переводом на кошельки тон и на CEX бирже, все бы было гораздо проще, палки были бы те же самые, но народ хотя бы остался бы, наверное, доволен. Вот, давайте перейдем в мой аккаунт, я вам покажу, и вы сами оцените. К сожалению, я не могу как-то правильно это все посчитать, так как я не участвовал в этом проекте, но так как вы в нем участвовали, если вы будете смотреть этот ролик, напишите, справедливо ли это было или нет. Мне кажется, нет. И вот заглавный экран моего аккаунта, и я получил 107 этих самых PX токенов. Если сейчас мы умножим это все на 20 центов на цену, то я получил $20. 10 вложил, 20 получил, x2 сделал. Вообще замечательно. В принципе, неплохо. Что вот по этой карте, да, по сути, 3 0 они убрали.
3 ноля они убрали. У меня было 20 с чем-то тысяч токенов, я должен был получить 20 с чем-то вот этих пикселей. Итак, за закраску я получил 5 пикселей. Early бонус вот этот, это возможно за вот этот самый донат я получил 50 почему-то пикселей. Не понимаю вообще какую-то математику. И персональный бонус 51. В итоге у меня было 27 тысяч пикселей, я вообще не должен был получить airdrop, как-то мне почему-то натянули и раздали мне даже вот 107 пикселей, то есть как будто мне нарисовалось 107 тысяч этих самых пикселей. Не знаю как, обидно, мне нет, возможно вам да. Ну, тем людям, которые не донатили, может быть играли и тоже там мало получили, а такие как я вообще никто не, ну как я не играли и получили что-то. Если мы перейдем по вкладочке вот этой withdraw, вот сюда в пиксель переходим, у меня 0, видите, на балансе. Причина в этом проста. Если мы вернемся на аккаунт, перейдем в вот эту вот мою вкладочку, то мне здесь пишут, что я капчу не прошел вовремя. Не прошел вовремя капчу. Я вот когда зашел, установил заново приложение, капчу у меня не пройдена, я прошел, заплатил 0,1 тонна, 50 центов, опять же. Капчу сделал эту, и вот мне сказали, до 22 февраля теперь жди. Теперь я буду ждать, свои монетки я не получу. И в этом есть какая-то логика. Смотрите, допустим, такие как я, сейчас будут, грубо говоря, холдить не без своего желания до 22 февраля вот эти вот самые токены. Понемножечку, ну, возможно, у нас таких аккаунтов очень-очень много. И вот этот вот стейкинг сейчас бесплатный, по сути, до 22 февраля большое количество монеты. Если бы мы все это все получили, и тоже пошли бы на биржу, вот эту DEX, и слили бы это все, цена бы укаталась еще ниже. Можно сказать, благодаря нам цена еще, по крайней мере, 20 центов есть. И вот, ну, в финале вот все то же самое, что я получил. Как вы думаете, справедливо это или нет? Я считаю, по отношению к вам, кто играл, это несправедливо. Я даже не рассчитывал на этот дроп, мне начислили эти 107 пикселей. Я бы, если бы мне ничего не начислилось, я бы не огорчился. Я уже забыл давно про эту тапалку, чисто вот на этом хайпе решил проверить. Но вот они у меня есть. Ну и 22 февраля их получу, смысла их сливать, наверное, не будет. Оставлю их, пускай лежат до лучших времен. Возможно, какие-то турниры эти будут проходить, буду покупать эти пиксели, продавать их там в 35 раз дорого, как умножение, они говорят, на 2, и заработаю миллиарды. Вот. Но мне жалко тех людей, кто действительно туда вносил донат. И вы там тратили больше не те деньги, которые вы туда внесли. Вы тратили самое драгоценное, что у вас есть. Это ваше время, которое там нужно было вносить по максимуму. Это самый был основной донат — время. И вы его там потратили. И за это вас вот так вот на DEX биржах и зависающим клеймом, да, вас вознаградили. Теперь вы получили не те деньги, которые хотели. Читая комментарии, я там видел, что люди рассчитывали на $1. Но вот теперь рассчитывайте на 20 центов. Как-то так получается. Мне вас жаль, действительно искренне жаль. Это несправедливо. Вы продали самое дорогое, что у вас есть, ваше время, и получили вот за это вот так вот, как получили. Так что вот я всегда говорю, не тратьте время на эти тапалки, не вносите сюда донаты, чтобы вот так не разочаровываться и по глупости каких-то разработчиков не терять свои деньги и свое время. Вот такой вот сегодня был ролик. Ничего здесь я сверхъестественного не рассказал, просто высказал как бы свое мнение и немножечко решил прокатиться на этом хайпе. Почему-то мне кажется, что токен будет укатываться и дальше, и цена в 10 центов, а может быть даже и в 5 центов, это вполне реально для данного токена, потому что сейчас не все заклеймили, и кто-то сейчас заклеймит, скажет, да ну нахер ждать, кто-то будет, конечно, держать его, холдить этот токен, а кто-то скажет, да ну нахер, и сольет постолько, поскольку есть. Так что токен будет укатываться дальше, я не думаю, что его будут там откупать на дексах разработчики, так что, ну, по крайней мере, пока будущего нету. Пока нету цекс-бирж точнее, вот, пока не будет цекс-бирж, не будет никакого будущего, потому что только на цекс-биржах есть ликвидность, есть большие капитализации, здесь на дексах капитализаций больших нету и нету никакой ликвидности. Это была глубочайшая ошибка разработчиков. Вот на такой ноте мы сегодня закончим этот ролик по NodePixel, а я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.